Что, если я вас сейчас спрошу, как вы считаете, какой паттерн мой самый любимый? Какой паттерн я использую практически в каждой сделке? Какой паттерн действительно показывает настроение рынка, поскольку он указывает на появление покупателя и продавца, крупного покупателя и продавца? С помощью какого паттерна можно заметить крупного игрока, спалить его? С помощью какого паттерна можно понять о том, что одна сторона провалилась? С помощью какого паттерна можно зайти в сделку с очень коротким стопом и с большим соотношением риска к прибыли? Как вы считаете, может быть это брошенный младенец? Или, возможно, это поглощение. А может быть, это захват за пояс или, прости господи, вечерняя звезда Дожи. На самом деле, мой любимый паттерн, можете не ломать себе голову, потому что паттернов огромная масса, это паттерн молот. Паттерн молот, на мой взгляд, включает в себя просто идеальную концентрацию всех тех рыночных принципов, про которые я постоянно говорю из видео в видео. Он включает в себя возможность поиска крупных денег. Он включает в себя великолепную индикацию появления, как появился крупный участник, и что мы можем зайти. Как вот этот паттерн молот выглядит? Мы сейчас смотрим схему. Я это все покажу на другом примере. И понятное дело, что вот именно такую схему вы вряд ли когда увидите. Вы увидите другой пример, но давайте мы до него дойдем. Паттерн молот выглядит примерно следующим образом. У нас есть резкое движение. Оно происходит большими наполненными свечами. После этого рынок доходит до какой-то точки, формируется здесь небольшое тело с большим хвостом. Все это сопровождается большим объемом. И после этого рынок начинает разворачиваться полными свечами в обратную сторону. В данном случае рассматривается молот для бычьего примера. Для медвежьего примера то же самое, только зеркально. Цена на рынке растет и падает не просто так. Не потому что есть какие-то закономерности или какой-то священный алгоритм генерирует там какие-то движения котировок или влияют небесные светила. Цена на рынке движется за счет спроса и предложения, покупателей и продавцов. Что нам по сути говорит паттерн молот? По сути, паттерн молот нам говорит следующее. У нас доминировали покупатели, поэтому рынки росли. Поэтому каждая бычья свеча в моем примере выше предыдущей. Точка открытия выше предыдущей точки закрытия. Поэтому каждая бычья свеча у нас наполненная. Рынок доходит до определенной точки. Это может быть уровень. А может быть здесь и не будет уровня. Но о том, где это смотреть, я расскажу чуть-чуть попозже. Давайте потерпим. Рынок доходит до определенной точки, и здесь появляется очень мощный продавец. Его позиция настолько огромна, что у рынка банально не хватает сил, чтобы его поглотить. Этот продавец полностью выкупает весь спрос, который был на рынке, полностью выкупает всех покупателей, которые здесь находились. Вследствие чего цена как от стены, как мяч от стены, начинает разворачиваться в противоположную сторону. И здесь, если мы обратим внимание, каждая последующая медвежья свеча точно такая же наполненная. О чем нам это говорит? Это говорит о том, что участники рынка, которые заходили ранее вот здесь вот в покупку, начинают резко выходить из этой покупки, начинают резко продавать. Потому что каждое последующее движение для них, по сути дела, убыток. Это можно еще сказать другими словами, немножко попроще. Начинают исполняться стоп-приказы покупателей, вследствие чего цена падает вниз. И вот у нас появляется такая ситуация. С одной стороны, у нас появился мощный продавец. Лимитный продавец, который выкупил всех покупателей. С другой стороны, те же самые покупатели терпят убытки и начинают выходить из своей позиции, вследствие чего цена разворачивается в обратную сторону. И этот принцип лежит в понимании вообще в целом крупных денег. Я вам буквально сейчас за 4 минуты рассказал всю фабулу крупных денег, всю фабулу крупного игрока. У нас есть одна сторона, она заходит в позицию, эту позицию выкупает крупный участник рынка, и эта же сторона выходит из этой убыточной позиции уже по стоп-приказам. Вы часто слышали вот эту фразу: торговать нужно против толпы. Толпу всегда разводят на стопы, толпа всегда проигрывает. Вот это именно оно. Толпа здесь реально проигрывает. Проблема кроется в интерпретации вот этого молота. Это схематичный пример. И понятное дело, что в реальности вы вряд ли когда его найдете. В реальности у вас будут примерно подобный пример. Это не модель молот. Это совершенно другая модель.
Здесь есть какая-то его интерпретация. 100% это тоже как-то называется с точки зрения японских свечей. Но вам важно уловить общую логику. Общая логика здесь в следующем. Рынок двигается вниз, доходит до определенной точки, появляется мощный покупатель, происходит разворот в обратную сторону. В идеале здесь смотреть объемы, чтобы объем здесь был увеличен. Здесь просто в кадр не попал, но объем здесь тоже увеличен. А теперь другая модель. Бычье и медвежье поглощение. Но ведь это, по сути дела, об этом же. О той же самой модели, о той же самой логике, про которую я секунду назад рассказывал. Давайте мы с вами просто соединим эти две модели, эти две свечки. Или вот эти две свечки. Давайте мы их соединим. Да ведь мы получаем точно так же. Мы получаем, по сути дела, вот такую свечку. С таким небольшим телом и вот таким большим хвостиком. И о чем нам эта свечка говорит? Рынок у нас рос. Покупатели доминировали, покупатели активно покупали. Рынок дошел до определенной точки, и здесь появляется такой хвостик, да, рынок начинает отпрыгивать в обратную сторону. И теперь, как вы понимаете, дело не в свечке. Дело не в том, что вот у нее такой хвостик, вот такое тело. Не надо это зубрить. Не зубрите это ни в коем случае, не попытайтесь понять логику. У вас есть мощный продавец, и цена не может пройти сквозь объемы этого мощного продавца и начинает разворачиваться в обратную сторону. И зависшие покупатели в нашем случае начинают выходить из своих покупок, вследствие чего цена и разворачивается вниз. Я надеюсь, я смог донести вот этот вот принцип. Модель может называться по-разному. И если мы вернемся к первоначальному слайду, вот они. Это все об одном и том же, по большому счету. И все эти модели, которые мы здесь смотрим, за редким исключением, это все об одном и том же. О том, что рынки у нас шли в одну сторону, появился мощный покупатель-продавец, рынки развернулись. Все об одном и том же. Я вам буквально за 8 минут рассказал то, что люди учат несколько лет. Буквально за 8 минут. Но понятное дело, дорогие друзья, что было бы слишком просто, если бы мы просто выучили этот принцип и стали бы миллионерами. Понятное дело, все немножечко сложнее. И есть небольшие нюансы, есть подводные камни. Первый подводный камень кроется в том, что вы начинаете торговать это изолированно, что вы начинаете использовать это везде. То есть вы уловили общий принцип, но где гарантия, что вы не найдете, например, вот такую ситуацию? Допустим, рынок у вас двигается куда-нибудь, и вот здесь просто появился человек, миллионер с большой позицией. Он поставил просто крупную заявку без какого-то умысла. Эта крупная заявка исполнилась, рынок у нас либо частично исполнилась, отлетел вниз, здесь резко залетели какие-то покупатели, и дальше пошло движение. Такое же может произойти. И вы, понятное дело, здесь бы вышли по стоп-приказу. Поэтому всегда нужно учитывать контекст. Мы, как трейдеры, в своей торговле торгуем несколько временных интервалов. Постарайтесь торговать, если вы планируете удержать сделку несколько дней, несколько недель. Постарайтесь торговать часовик, либо 2 часа. А направление вашей сделки вам нужно смотреть на дневке. Что я подразумеваю? Дневка у вас будет двигаться более медленнее, чем 2 часа. Вот, предположим, это двигается дневка. А теперь откроем мы с вами 2 часа, и мы заметим, что 2 часа будут двигаться гораздо быстрее. И наша задача, как трейдеров, вообще это относится не только к этому паттерну, это относится вообще в целом к торговле. Наша задача заходить против ситуации 2 часов, то есть как бы в разворот 2 часов, но заходить в сторону дневки. Иными словами, направление нашей сделки мы определяем на дневке, а саму точку входа мы определяем на 2 часах. Это называется контекст. Причем под направлением вы должны правильно проанализировать тренд, вы должны понять вообще в целом на рынке у вас тренд, либо флетовая ситуация. Здесь сделаем гораздо проще. Я вам отправлю плейлист, вот здесь вот сверху будет ссылочка на плейлист. И там как раз таки вы встретите видео, где я рассказывал о том, как это понимать. То есть как понимать на рынке тренд, либо флет. Все находится здесь и на ютубе, нигде не надо регистрироваться. Посмотрите, будете понимать, как вообще в целом здесь работать. Чтобы нам банально не затягивать это видео, иначе мы тогда совсем с вами здесь не разберемся. И по правде сказать,
Контекст – это 90% вашего успеха. Начинающие обычно концентрируются на всяких молотах, на всяких паттернах, и даже я начинал. Какой мой паттерн самый любимый? Понятное дело, это все для хайпа и все для пафоса, для того, чтобы вас зацепить. И поэтому вы досмотрели до этого момента. Но на самом деле контекст, он гораздо важнее, чем точки входа. Гораздо важнее. И если вы не понимаете контекст, ни один молот, ничего у вас работать не будет. Поэтому обязательно посмотрите те видео, которые я оставлю в закреплении. Второе, что тебе необходимо, это искать места ценности. Что я подразумеваю? Что такое место ценности? Это место, где вы рискуете $2, но у вас есть потенциал заработать $10, грубо говоря. Это место, где реально дешево покупать. Какие места у нас есть места ценности? Места ценности у нас есть уровни. О том, как правильно строить уровни, у меня тоже есть отдельное видео. Тоже оставлю в закреплении. Следующее место ценности это ATR, то есть средняя волатильность. Замечено, что рынки двигаются примерно на плюс-минус одинаковое количество пунктов. Зная эту величину, вы сможете понимать, где дешево, а где дорого. Грубо говоря, вот у вас растет либо падает рынок. Вы можете это сделать на своем графике. Вы заметите, что каждая бычья волна у вас, например, 100 пунктов. Это означает, что если вы увидите движение, которое составляет 100 пунктов, и вы поймали рынок вот здесь, это означает, что сейчас дорого. Следовательно, вам нужно искать сделку на продажу. Опять же, на тему ATR у меня есть отдельный вебинар, тоже находится здесь на YouTube. Тоже бесплатно, посмотрите его, будете понимать. И следующее место это наклонки. То есть, грубо говоря, у вас есть какой-то уровень, вы поставили так называемую наклонную линию, либо трендовую линию, и ждете, пока рынок дойдет до сюда, и принимаете здесь решение. Почему? Потому что здесь будет дешево. Это 3 места ценности. Это уровни, это ATR и это наклонки. Все они об одном и том же. О чем? О том, чтобы покупать дешево, а продавать дорого. Это наша единственная задача. Это означает, что вам нужно поставить места ценности, определить, где у вас стоят уровни. Второе, определить ATR, либо поставить, соответственно, наклонку и ждать, пока рынок сюда дойдет. И вот здесь вот вы должны увидеть те паттерны, про которые мы говорили. Они должны появиться только здесь. Если вы будете видеть их вот здесь, где-то вот здесь, вы должны их игнорировать. Вы должны следить за паттернами только в местах ценности. Только на уровне, только когда рынок преодолел ATR, только если он подошел к наклонке. Это только те места, где это будет работать. Только те места, где вы будете зарабатывать. И следующее. Вам необходимо ставить стопы. Не существует на рынке, я уже просто запарился это говорить, вы себе даже не представляете, как я запарился это говорить. Не существует на рынке ничего такого, чтобы работало в 100% случаев. Если вы поставите весь депозит на одну сделку, без стопа вы проиграете. Всегда необходимо ставить стопы, пусть они будут километровые, но они должны быть. Они должны быть. Либо вы должны понимать, где вы будете выходить. Но стопы желательно ставить. В особенности, если вы торгуете на криптовалюте. Я рассказываю вам сейчас свой неудачный пример. Я же профессионал, естественно. Захожу в сделку, стопы не выставляю. В итоге монета стрельнула за 15 минут на 100%. Я такие движения в жизни не видел. Это вот первый единственный раз, когда я видел. Естественно, все пошло против меня. Благо, не весь депозит у меня находился в одной монете. Точно так же может произойти с вами. А если вы не понимаете, что делать, если вы весь депозит закинули в монету и рынок пошел против вас на 100%, вы за 15 минут лишились всего депозита. Это очень опасно, поэтому стопы обязательно должны стоять, либо вы должны ручками все это выходить. Кстати, вот по поводу этой монеты, почему я это пропустил? Потому что пописать отошел. Либо не ходите писать, либо ставьте стопы. Итак, я показываю этот пример вам на истории. Если вас интересует то, как я торгую, мое умение торговать, а также реальные сделки с реального счета, открытые плюс-минус по такому же принципу, вы можете перейти в мой плейлист, ссылку я оставлю вот здесь наверху, и посмотреть, там я показываю на реальных сделках уже, для того, чтобы наше время сейчас экономить, и чтобы вам показать идеальный пример, я это покажу на истории. Итак, у нас есть здесь уровень, вот этот уровень. Также у нас здесь даже по большому счету здесь целый диапазон. О том, как правильно строить уровни, у меня есть отдельный тоже вебинар, тоже вам оставлю ссылку, посмотрите. Мы определили, что у нас здесь есть область ценности. Вот она, это область ценности. Теперь мы определяем,
куда мы будем открывать сделку? Мы будем открывать сделку вниз. Почему? Потому что вот у нас есть движение, вот оно. Рынок находится в нисходящем тренде. Рынок не смог закрепиться у этого уровня. И самое главное, рынок делает вот эту закономерность. Да? Он пробивает уровень и откатывает к нему с обратной стороны. Вот так вот у нас происходит. Мой любимый на самом деле сценарий. И вот, что ж греха таить, процентов, наверное, 70 сделок по такому же принципу у меня сделаны. Это идеально работает. Вот сколько я себя помню, столько лет это работало. Сейчас это работает лучше, чем раньше, кстати. Не знаю, история постоянно меняется. Может быть, потом это будет работать чуть хуже. На подступах к этому уровню здесь мы и наблюдаем подобную формацию. То есть мы, во-первых, определили направление. Во-вторых, определили область ценности. И вот у нас появляется эта формация. Не стоит ожидать, что рынок дойдет четко до вашего уровня, четко до вашей области ценности. В рынке нет ничего точного, в особенности на криптовалюте. Поэтому если рынок просто чуть-чуть уже подошел к вашей области ценности, этого уже будет более чем достаточно. Но здесь будет требовательность к стопу, но про стопы чуть-чуть попозже. Вот этот пример. Рынок у нас движется наверх. И мы видим, как у нас каждая последующая бычья свеча становится больше предыдущей. Рынок такой достаточно наполненный. И о чем нам говорит? Это говорит о том, что у нас покупатели здесь доминируют. Рынок подходит к области ценности, и у нас появляются подобные хвостики, которые указывают на то, что у нас здесь появился мощный продавец, который поставил большую заявку, и рынок просто банально не может его пробить. Он начинает биться об него и отпрыгивает от него в обратную сторону. Все это сопровождается объемами. Рынок раз подошел сюда, и если мы обратим внимание на вот эту свечу, вот у нас свечка. Она с большим объемом, маленьким хвостиком. И в целом мы видим при подходе к этой области ценности, мы видим увеличение объема. И происходит последующая реализация вниз. Здесь мы можем смело продавать. Но почему же я сказал о том, что у нас здесь не очень хорошая ситуация, потому что область ценности находится повыше? Потому что нам нужно поставить стоп-приказ за эту область ценности так, чтобы в случае, если рынок все-таки пройдет чуть-чуть подальше, нас бы по стоп-приказу не исполнило. Поэтому наш стоп-приказ, давайте его отметим новой линией, и давайте я поставлю красным цветом. Стоп-приказ мы можем поставить примерно в эту область. Что касается Take Profit. Конечно, в этом видео мы не говорили про Take Profit, но обычно рынок двигается от одной области ценности к другой области ценности. Здесь следующая область ценности находится вот здесь. То есть вот здесь у нас находится новый уровень. Рынок до него практически дошел. В общем-то, был удар, грубо говоря, пункт в пункт. Поэтому здесь мы можем смело закрывать свою сделку, либо давайте поддержим ее чуть-чуть. И рынок пошел вниз. Вот здесь, в принципе, нужно закрывать нашу сделку. Вот здесь. Мы могли ее еще ниже поддержать, но опять-таки все зависит от контекста. Итак, давайте еще раз. Первое. Всегда учитываем контекст. Никогда не торгуем паттерны изолированно. Второе. Ищем места ценности, ставим уровни. Третье. Всегда выставляем стопы. Эти три элемента, по сути дела, три кита. Если что-то из этого вы не будете делать, жди беды. Вы обязательно на этом деньги потеряете, если что-то одно хотя бы не будете делать. Будете входить в местах ценности, но учитывать контекст, вечно будете вставать против рынка. Будете учитывать контекст и искать место ценности, пару ситуаций хватит, чтобы рынок пошел против вашего анализа. Мы все-таки не боги, иногда бывают какие-то случайности. И рынок пойдет против вас, 100% депозит потеряете. Все это только вместе. Только вместе может принести вам деньги. Что-то, еще раз говорю, что-то одно не учитываете, жди беды. Используйте это только вместе. Что я вам еще порекомендую, так это свое великолепное обучение финансовым рынкам. У меня есть великолепное обучение, с помощью которого, вот мы сегодня говорили о покупателях-продавцах. Мы сегодня говорили о местах ценности. Я не знаю, насколько вам сложно эта тема показалась, но это самое плевое, что есть в моем обучении. То есть это вот, с чего оно вообще в целом начинается, да? Это вот самая основа, азбука. Просто азбука. Дальше мы уже будем захватывать более сложные темы, потому что которые, реально будут приносить вам деньги. И с помощью как раз-таки моего обучения вы, во-первых, составите свою торговую систему. Во-вторых, научитесь понимать спрос и предложения покупателей, продавцов, как это все работает на самом деле. Понимаю, что вам это вообще ни о чем не говорит. Самое главное, вы научитесь зарабатывать деньги. Вы поймете, как это нужно делать правильно. Будете зарабатывать так же, как я зарабатываю, так же, как наши студенты зарабатывают, вы тоже начнете зарабатывать. Здесь реально нет ничего сложного, это просто тренируемый навык.
немножечко потрудитесь, немножечко нужно делать все правильно, и даже здесь не будет каких-то вот таких вот сложных каких-то вещей, которые вы не сможете понять. Просто нужно немножечко посидеть, повтыкать, немножечко нужно потрудиться. Потрудитесь, будете делать все правильно, начнете зарабатывать. Не стоит, конечно, ожидать, что вы будете сидеть и вот так вот миллионы раскидывать. Ну, конечно, мы все с вами взрослые люди, я вам не могу это обещать, но я вам гарантирую, по сути дела, что вы, если будете делать все правильно, если будете делать так, как я вам говорю, у вас появится дополнительный источник заработка в эти достаточно суровые времена, сложные времена. И вы сможете, даже несмотря на то, что есть у вас работа, нет у вас работы, какой у вас там большой капитал, маленький капитал, вы сможете втягиваться, вы сможете зарабатывать какую-никакую, как моя мать говорила, какая-никакая копейка. Вот какую-никакую копейку я вам 100% обещаю, но если вы будете делать все правильно и немножечко у вас будет таланта, вы будете зарабатывать очень много. Ссылка на все находится в описании. Работаем полностью в белую. Есть все соответствующие документации. Я квалифицированный инвестор. У меня есть квалити-стат Центрального банка. У нас есть лицензия на образование. Все у нас в белую. Получаете чеки. Это все понятно. Все находится в описании. Зарабатывайте счастливо. Я надеюсь, что у вас все будет хорошо. Счастливо.